Ребята, всем привет! С вами Даша, и сегодня я буду красить эту замечательную мышку. Это модель танка Маус в 72 масштабе от звезды. А купить такую модель вы можете в магазине «Модельная лавка». По промокоду Даша у вас будет скидка в 10%. По промокоду, который вы видите на экране, вы получите скидку в 200 рублей на свой первый заказ. Итак, поехали смотреть, как я покрасила этот замечательный танк. Начала я работу над мышкой с грунтовки. У меня еще есть остатки фиолетового грунта от АМО. Так что временно Маус у меня будет выглядеть футуристично. Танк, о котором пойдет речь в данном видео, сложно назвать малоизвестным. Мышь стала своеобразной вершиной немецкого танкостроения, оказавшись одновременно и самым тяжелым танком в истории. Машина разрабатывалась как танк прорыва, в итоге став наглядным примером того, до чего могут довести постоянно растущие аппетиты заказчика. Самый тяжелый, самый толстобронный и оснащенный одной из самых мощных танковых пушек, Маус оказался шедевром технической мысли и одновременно дорогой игрушкой, которой не нашлось, да и не могло найтись место на поле боя. Потом пришейтингом выделю тенистые места танка. Тут я использую черную краску от фирмы Pacific 88, а белым цветом наоборот выделю более светлые места у модели. В ход также идут краски от Pacific 88. Первыми о существовании немецкого сверхтяжелого танка узнали, как ни странно, французы. Что касается англичан, то им досталось гораздо больше материалов о танке Porsche. В английской зоне оккупации оказался Эссен и Мэппен. Таким образом, им достался весь задел по корпусам и башням танка Маус. Помимо корпусов, англичане получили большую часть документации по танку, а также материалы по его разработке и испытаниям. Полученные материалы отправились в Бовингтон, где теперь находится наиболее полная коллекция фотоматериалов и документации по танку Маус. Отправились ли же туда незаконченные корпуса или башни, доподлинно неизвестно. Помимо англичан на территории КРУП работали и американские специалисты, которые получили от союзников копии документаций. Настало время нанести базовый цвет. Мышка – это продукт немецкой военной машины конца войны, так что базовый желто-оливковый цвет тут для нее будет справедлив. Тут я также продолжаю орудовать красками от фирмы Pacific. После того, как я нанесу базу, я добавлю в основной цвет несколько капелек белой краски и такой смесью пройдусь по верхним граням танка. Определенный объем документации по сверхтяжелому танку достался и советской стороне. Но что более важно, Красная Армия захватила оба построенных прототипа. О немецких сверхтяжелых танках в главном автобронетанковом управлении узнали уже после войны. Впервые со вторым прототипом советские войска познакомились еще 22 апреля, но танкистам 53-й гвардейской танковой бригады явно было не до этого. Специалисты добрались до него уже в июне. Это же касается и первого прототипа. История обнаружения первого прототипа более интересная. Первый прототип обнаружили на стрельбище Кумерсдорфского полигона, главного немецкого танкового полигона. Машину, если и пытались подорвать, то явно неудачно, поскольку сопоставимых с подрывом боекомплекта второго танка повреждений первый не получил. Характер повреждений танка говорит скорее о том, что машину уже на стрельбище частично разукомплектовали. Куда интереснее то, что к моменту обнаружения на левом борту корпуса имелось 4 отметины от попадания крупнокалиберных бронебойных снарядов. Еще одна отметина имелась на левом борту массогабаритного макета башни. То, что эти отметины являются результатом обстрела танка советскими орудиями, исключено. Аналогичные по характеру попадания в количестве 9 штук имелись и на левом листе корпуса. Танк стоял параллельно лесному массиву, и вести обстрел по лобовой проекции с другой точки был невозможен. К моменту обнаружения машины на стрельбище она находилась в нерабочем состоянии, и развернуть ее для обстрела было физически невозможно. Одним словом, обстреливали машину сами немцы, и не исключено, что огонь по первому прототипу вел второй. К моменту обнаружения танка на защите ходовой части от фронтального огня имелись приварки креплений для запасных траков, причем в районе этих узлов обнаружились 3 попадания. Теперь я наношу камуфляж. Я долго думала, стоит ли мне делать маскировку танка. Посмотрев работы других моделистов в сети, я все-таки решилась. Мне показался интересным паттерн камуфляжа, как-то закамуфлированным остается только корпус, а башня несла основной цвет. В такой схеме есть, конечно, логика. Например, башню могли бы заменить, а имитация веток не имеет смысла на такой большой высоте. Рисую камуфляж от руки, что довольно-таки смело, учитывая масштаб, но мне нужно тренироваться в точности его нанесения, и результатом в целом я довольна.
Осенью 1945 года шасси первого прототипа перетащили со стрельбища полигона и установили на нее башню с подорванного второго прототипа. Танк подготовили к отправке в СССР. Данная задача облегчалась тем, что транспортная платформа, на которой танки перевозили по железной дороге, пережила войну и оказалась в советской зоне оккупации. Еще в сентябре 1945 года танк погрузили на платформу. После проведения огневых испытаний и составления краткого технического описания машину отбуксировали в музей при полигоне, ныне военно-исторический музей бронетанкового вооружения и техники, поселок Кубинка Московской области, где она экспонируется и по сей день. Хочу немного приглушить камуфляж и придать танку вид повоевавшей машины. При помощи губки для мытья посуды я вначале нанесу сколы до основной краски, а потом таким же методом сделаю сколы до металла. При этом обратите внимание, я делаю много горизонтальных движений, имитируя царапины от веток и городских предметов по ходу движения танка. Думаю, что такая махина просто не могла не задевать что-либо по ходу своего движения. Полностью разукомплектованный по агрегатам с вырванными взрывом люками на башне, Маус в нынешнем виде выглядит очень грозно. Данный танк является демонстрацией того, во что могут выльться постоянно растущие требования по бронезащите и вооружению, одновременно представляя собой памятник инженерной мысли. Несмотря на практически нереальное техзадание, Фердинанду Порше удалось создать танк, который не только смог самостоятельно передвигаться, но и потенциально воевать. Настало время ручной работы. Тут ее будет немного. Мне надо всего лишь окрасить гусеницы мышонка. И то только ту часть, которая будет видна зрителю. В ход идут краски от фирмы ICM. Нанесу на мышку смывку. Под желтый цвет идеально подойдет коричневая смывка. Убираю излишки White Spirit. Немножко пожелезню траки стальной краской от фирмы АМО. Перенесу декали. На модели их будет всего три креста. После матового лака я применю метод масляных точек для придания этому гиганту немножко жизненности, как будто бы он постоял под дождем. А теперь посмотрите на мышку в сравнении с другими танками. Фердинанд сам по себе не маленькая САУ, а по сравнению с Маусом кажется малышкой. Что же говорить о Шермане, который, такое ощущение, буквально в 2 раза меньше мышонка. Думаю, экипаж Шермана был бы не сильно рад встрече с этим грызуном.
И вот такая у меня получилась модель. Так что, надеюсь, вам очень понравилась эта серия. Конечно, этот танк немножко фантазийный вследствие того, что модель и сам прототип являются не совсем реально существующим танком, а только прототипом. Так что, надеюсь, вам все понравилось. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо, что вы смотрите это видео до конца. А также не забывайте подписываться на мои социальные сети. Группу ВКонтакте, Телеграм-канал. Что там у меня еще? Дзен. Яндекс.Дзен. Все, до новых встреч. Пока-пока.